Здравствуйте, уважаемые знатоки и любители орхидей и все гости моего канала. Герой моего сегодняшнего показа, наверное, хорошо знаком людям, разбирающимся в орхидеях. Это дендробиум хибики, растение, широко шагающее по всем орхидейным подоконникам. Ну, если не по всем, то, в общем, достаточно широко распространенное. И вот я не так давно стала обладательницей конкретно этого цветущего растения. Вот, и хочу о нем немножко рассказать. Пока он у меня весь такой красивый, и мне есть что показать, я хочу этим цветением поделиться. Итак, дендробиум хибики гибрид. Соответственно, он не имеет родины. Описан он был согласно сайту Orchid в 2009 году у Мура и назван дендробиум хибики. Но родина есть у его родителей. Дендробиумов брактеозума и дендробиумов левифолиума. Сайт Orchid говорит нам о том, кто является родителями этого первичного гибрида дендробиум брактеозум и дендробиум левифолиум. Один из них папа, другой мама. И вот эта вот мама дендробиум брактеозум, который был описан Сандром в 1901 году в двух формах: розовый на экране и вот белая форма. Обитает он в Папуа-Новой Гвинее на высотах до 400-500 метров, то есть теплый. Мангровые леса, влажно круглый год, достаточно тепло, много еды. Вот, вырастает он, бульбы выращивает до 20-40 сантиметров в высоту. Температуры, которые там отмечаются, они сходны с температурами у дендробиума левифолиума на экране. Это от 9, там даже от 6 бывает, и до 30 градусов. Дендробиум левифолиум обитает в юго-западной части Тихого океана. Там он встречается в Вануату, например. Это высоты по ним повыше, даже до 2300 метров. Тоже любит влажность, любит покушать. Значительно более компактный, чем дендробиум брактеозум. Соответственно, из того, что мы знаем о его родителях, дендрик теплый, нуждается в хорошем питании, освещении, практически не имеет периода покоя, ну, может быть, зимой он будет меньше кормиться, меньше поливаться, потому что и температура, собственно, в наших условиях как раз будет меньше. Вот. И, соответственно, с хорошим освещением может цвести круглый год. Еще раз скажу конкретно об этом растении и еще об одном растении, потому что дендриков хибики у меня два. Это растение приехало ко мне не так давно, третью неделю я им любуюсь. И любуюсь, в общем-то, от души. Приехал он из группы Орхидеи Азии с цветочками. Я не смогла устоять. Я его выбрала, потому что он густо цвел и обещал цвести еще. И вот эти вот внизу маленькие-маленькие цветочки, они как раз распускаются у меня. Вот. А это цветочки, с которыми он приехал. Они были такие слегка помятые, слегка подсушенные. За это время он отпился, расправился и радует меня очень. Кроме того, здесь уже одна веточка начинает отцветать, поэтому я решила, что пора его сфотографировать, то есть заснять. Хотя пишут, что он может держать достаточно долго свои цветы, но, может быть, как раз он давно уже цветет, и время его пришло. Вот это вот тоже распускается у меня. А еще у меня вот тут вот, может быть, видно. Давайте покажемся. Вот здесь есть 3 новых ростика, причем они растут просто на глазах. То есть они были такими маленькими пимпочками. Когда они приехали, скорее намеками. Мне казалось, что там что-то зеленеет. Сейчас там вполне очевидно, что точно что-то есть. И вот уже даже за это время вполне понятно, что это не цветоносы, вот, а будут новые бульбочки. Откуда он цветет? Посмотрите, цветет откуда может. Вот видите, безлистная бульба.
старая, видимо, уже, ну, потому что листики потерял. И вот с ее верхушечки он цветет. Вот. Здесь, вот видите, такая срединочка. Тут он тоже цветет. Здесь основание бульбы. И тут тоже притаились цветоносики. Вот, вот здесь вот тоже верхушечка, безлистная бульба. Вот, и он с нее тоже цветет. Ну, вот там вот есть рослые, очень рослые такие вот красивые бульбы. Они с листьями. Наверное, они когда-нибудь нас тоже порадуют своими цветами. Ну, цветы, как вы видите, очень похожи на самом деле на левифолиум одного из родителей. Соответственно, левифолиум это папа, да. Вот. Бульбы не такие высокие, как у брактеозума, который может быть 20-40 сантиметров. Но видите, вот этот вот приехавший из Азии дендрик очень даже такие рослые бульбы имеет. Здесь 12 сантиметров верных есть. Это вот уже последние такие вот бульбы, и они листики не отвалили. На разных сайтах спрашивают, он листопадный, не листопадный. Но у меня на самом деле опыт выращивания этого дендробиума есть на протяжении 2 лет, листопадный. И мы видим, что вот цветут как раз старые бульбы, а новые бульбы не цветут. Где же мой опыт и насколько он удачен? Ну, так себе опыт. Скажу, давай мы красавца немножко снимем, в стороночку поставим. А на пьедестал у нас выходит мой вот этот вот 2-летний тоже хибики. Вот, купила я его 2 года назад. Вот скоро 2 года будет в июне. Он приехал ко мне из Краснодара, там была закупка, и я, собственно, в закупке не участвовала, я уже подхватила то, что оставалось из этой закупки. Вот было здесь 4 бульбочки, одна бульба, приехав вот эта вот, которая по центру лысая, она быстренько дала нам кейка я сажала, может быть, даже вот он там сбоку и растет. Она неоднократно у нас разродилась кейками. Вот не все они выжили, а самое главное, что за эти 2 года он меня совсем никак не цвел. Вот. И в первый год от той партии, которая была, эти самые дендрики, которые там люди купили, они уже к концу лета хвастались цветением. Я только облизывалась. В прошлом году и неоднократно люди, покупавшие эти самые дендробиумы, показывали цветение. Спрашивали, ну как у вас получается? Я поставлю его на свет летом, он у меня обгорает. Хотя все пишут, что он любит свет, надо притенять от прямых лучей. Я его на утреннее солнышко, что-то там в нем хотела вырасти, сгорело. Поливаю, да, вроде бы это неплохо, но я не уверена. Он никак у меня толком не отзывается. Ну, что мне делать? Грустила. И вдруг увидела вот этого вот красавца. И, честно говоря, подумала, что, ну, вот я смотрю видео разных сведущих в орхидеях людей, вот и неоднократно там Елена Шилова, другие опытные архаманы рассуждали о том, что, ну, есть вот такие вот растения, которые ты вроде бы делаешь все, а они никуда не двигаются. Вирус – это не вирус, признаков вирусности вроде в нем таких других нету. Что-то ему мешает, да, и, ну, наверное, надо решить, что-то для себя решить. Я подумала, ну, такой классный дендрик. Все пишут, что прямо бесконечно цветет, бесконечно радует. Но почему я должна оставаться без цветущего дендрика? Ну, и потом, конечно, я не очень люблю плодить дубли. У меня нет места. Некоторые сведущие, опять же, и увлеченные архаманы берут, допустим, один и тот же экземпляр, то есть вид растений от разных производителей, сравнивают, как он выглядит, показывают, что лучше, что хуже, что интереснее. Здорово, но мне до этого как до звезд, потому что место кончилось. Ну, или почти кончилось. Вот. Но тут я, честно говоря, не выдержала и решила, возьму-ка я вот этого красавца. Знаете, как бывает,
в бездетных семьях возьмут ребенка на воспитание, такие примеры я вот знаю, и потом вдруг раз появляются свои дети. Я подумала, ну вдруг им вдвоем станет как-то, в общем, попадут на одну волну. И, о чудо, то ли весна, солнце, хоть, ну вот это вот такое вот, знаете, максимальное питерское солнце. Его почти нет, но это прямо солнечный день. Вот. И вот вдруг как-то мой дендрик, я его в прошлой неделе поливала, смотрю, а тут что-то такое зашевелилось. Давай покажемся. Вот стало что-то такое отрастать, новый ростик. Ну и вот старая бульбочка, покажись нам, где ты. Да, вот это вот старая бульбочка, вот видите, там что-то такое зеленеет на ней, вот. Вот. Это, скорее всего, опять пойдет кейк. Ну, будем надеяться, что им вместе будет хорошо. Давай мы немножко слезем. Растет у меня, причем под лампами. Вот там вот наверху на полочке, где у меня стоят вот тут лампа, прям над ним. Здесь у меня еще тилансии стоят. И фу, тилансии, господи, боже мой. Талумнии. Вот, и фаленопсис, тут еще ангрекум стоит. Вот, ну, вот как-то вот зима, я думала, что это его пробьет к цветению, но нет, все-таки, видимо, весна. Ну и давайте полюбуемся еще раз вот этим вот красавцем, ну, замечательный. Приносит такую, знаете, ноту радости в весеннее цветение. Вот и пока мои башмаки продолжают раскрывать свои бутоны, я предлагаю полюбоваться им. По-моему, он очень достойный. Вот. И я очень надеюсь, что он у меня приживется, тем более, что наступает такое благоприятное время, вот, что он поддержит еще вот эти вот новораскрывающиеся бутончики. Они не такие яркие у меня сейчас, как бутоны, с которыми, то есть цветы, с которыми он приехал. Видимо, все-таки солнышко ему надо побольше. Ну, я надеюсь, что освещение искусственное и с каждым днем пребывающее естественное солнышко дадут ему больше цвета, и он нас еще порадует. Вот. С наилучшими пожеланиями мира, добра и всего самого лучшего я и Дендробиум хибики.